Глава 2171. Битва племени Лиса. Часть 10. Как и ожидалось, вы необычный культиватор стадии интеграции тела. Весьма примечательно, что вы смогли телепортировать нас обоих сюда с помощью образований, которые вы создали на месте. Однако собираетесь ли вы сразиться с нами обоими в одиночку? Спросил пожилой мужчина, с осторожным выражением лица оценивая гигантскую проекцию позади Хань Ли. Вы двое, всего лишь пара клонов, так почему я не могу сразиться с вами обоими? Хань Ли небрежно усмехнулся. Ты заплатишь высшую цену за свое высокомерие. Услышав это, пожилой мужчина вспыхнул яростью и немедленно наложил ручную печать, после чего вспышка малинового света вспыхнула в небесах позади него, а затем образовала малиновую проекцию насекомого длиной более 100 футов. Проекция была ярко-красного цвета и чрезвычайно округлой формы, напоминая гигантского тутового шелкопряда. Однако его пещеристая пасть была наполнена острыми клыками, представляя собой ужасающее зрелище. Как только проекция насекомого появилась, она открыла пасть, чтобы выпустить вспышку малинового света, который разделился на бесчисленные малиновые нити, которые устремились прямо к Хань Ли. Улыбка на лице Хань Ли исчезла, и проекция позади него синхронно подняла 6 рук по его приказу. Перед ним мгновенно появились бесчисленные проекции золотых кулаков, а затем превратились в шары золотого света, противостоящие алым нитям. В быстрой последовательности раздалась серия оглушительных грохотов, и проекции золотых кулаков взорвались, как только они вошли в контакт с алыми нитями, но в результате все нити были удержаны на расстоянии. Увидев это, пожилой мужчина холодно хмыкнул и быстро наложил ручную печать, прежде чем указать пальцем на малиновые нити. Внезапно нити начали колыхаться и скручиваться, как будто ожили, а затем в мгновение эйка растворились в воздухе. В следующее мгновение перед Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и бесчисленные малиновые нити появились, прежде чем обрушиться на него проливным ливнем. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он сразу же отлетел назад на несколько десятков футов. В то же время лазурные лотосы мечей под его ногами резко раздулись, образовав перед ним несколько слоев лазурных световых барьеров. Как только малиновые нити полетели в лазурные барьеры меча, они мгновенно были разорваны. Несмотря на огромное количество малиновых нитей, ни одна из них не смогла пробиться сквозь световые барьеры, и все они распались в облака кровавого тумана. Как ни странно, пожилой мужчина не только не разочаровался, увидев это, на его лице появилась своеобразная улыбка. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно бросил взгляд на крылатую женщину, как будто что-то заметил. В его глазах вспыхнул синий свет, и выражение его лица слегка потемнело, когда он быстро высвободил свое огромное духовное чувство вокруг себя. Сразу после этого одна из его рук резко увеличилась в размерах среди череды громких тресков и хлопков, после чего он нанес удар позади себя как молния. Его кулак мгновенно приобрел мерцающий золотой цвет, и его удар сопровождался громкими раскатами грома. В то же время перед его кулаком вспыхнула вспышка едва заметных пространственных колебаний, после чего в виде призрака появилась полупрозрачная крылатая фигура. Золотой кулак безжалостно метнулся прямо к голове крылатой фигуры, и это выглядело так, как будто это была хореографическая сцена, в которой крылатая фигура приготовилась к удару. Увидев это, на бледном лице крылатой фигуры появился намек на удивление, но оно просто перевернулось и приобрело размытый вид. Золотой кулак прошел прямо через голову крылатой фигуры, и казалось, будто кулак не ударил ничего, кроме воздуха. Только тогда размытая гуманоидная фигура растворилась в небытие. Хань Ли немедленно обернулся, прежде чем бросить взгляд на ближайший участок пространства, слегка нахмурив брови. Пространственные колебания вырвались из этого куска пространства, и крылатая фигура снова появилась, прежде чем встретиться с Хань Ли своим холодным взглядом. Крылатая фигура была никем иным, как крылатой дьявольской женщиной, но рядом с пожилым мужчиной в этот момент стояла совершенно идентичная фигура. Это первый раз, когда я вижу существо на стадии интеграции тела с такими исключительными способностями к иллюзиям и сокрытию. «Если бы не мои духовные глаза и духовное чувство, я бы обманулся, подумав, что вы сделали что угодно», сказал Хань Ли спокойным голосом и внезапно указал пальцем на крылатую женщину рядом с пожилым мужчиной. Золотая молния вырвалась из кончика его пальца и во вспышке ударила в тело крылатой женщины, после чего она мгновенно распалась на точке белого света, показав, что женщина была ничем иным, как иллюзией. Выражение лица и пожилого мужчины, и настоящей крылатой женщины слегка изменилось, когда они увидели это, и последняя сказала холодным голосом: «Возможно, ты пережил эту атаку, но как насчет следующей?» Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем усмехнуться в ответ. «А, ты планируешь снова использовать против меня ту же атаку? Думаешь, это все еще сработает?» «Я действительно планирую использовать ту же атаку еще раз». Намек на намерение убийства появился в глазах женщины, когда она резко взмахнула крыльями, и ее тело снова исчезло. В следующее мгновение по другую сторону Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и она снова появилась, прежде чем потянуться к нему с парой рук, которые превратились в острые черные когти.
Увидев это, Хань Ли немедленно взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить полосу ци-лазурного меча, чтобы разрезать тело крылатой женщины пополам, но она просто исчезла, оказавшись ничем иным, как еще одной проекцией. Прямо в этот момент на другой стороне вспыхнули пространственные колебания, и крылатая женщина снова появилась в виде призрака, прежде чем выпустить бесчисленные проекции когтей в сторону Хань Ли. В ответ Хань Ли бесстрастно повернул голову, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить молнию золотой молнии, которая поразила крылатую женщину, но она просто пронзила ее тело, показав, что это еще одна проекция. Внезапно крылатая женщина появилась над головой Хань Ли, а затем взмахнула крыльями, посылая сверху бесчисленные полосы черного света. Таким образом, благодаря своей невероятной технике движения крылатая женщина могла снова и снова появляться вокруг Хань Ли и обрушивать на него все виды атак, при этом ее собственное тело оставалось совершенно невредимым. Интересно. Вы телепортируетесь, как только завершаете атаку, и оставляете после себя только проекцию, чтобы обмануть врага. Это очень интригующая тактика. Но я боюсь, что она не будет эффективной против меня, вслух размышлял Хань Ли, говоря заинтригованным голосом. Внезапно в его глазах вспыхнул синий свет. И тут же проекция истинного дьявола происхождения позади него одновременно подняла 6 рук, и в каждой из его рук появился гигантский золотой меч, который затем разрезал воздух, чтобы противостоять всем приближающимся атакам. Крылатая женщина просто проигнорировала это и продолжала постепенно появляться и исчезать вокруг Хань Ли. Вдобавок ко всему, она росла все быстрее и быстрее, а ее атаки становились все более и более свирепыми, как будто на Хань Ли напали сразу несколько человек. Тем не менее, Хань Ли оставался таким же спокойным, как и всегда, и после нескольких волн атак на его лице появилась холодная улыбка, когда он перевернул руку, чтобы вызвать маленькую черную гору среди вспышки черного света. Однако, прежде чем он успел высвободить огромную гору, выражение его лица внезапно немного изменилось, когда бесчисленные дуги золотых молний вырвались из его тела, образовав золотую молниеносную мантию. Почти в тот же момент слабый кровавый туман, проносившийся по воздуху вокруг него, снова сформировал бесчисленные малиновые нити, прежде чем устремиться прямо к Хань Ли. Если бы он не обнаружил, что происходит заранее, он действительно стал бы жертвой этой скрытой атаки. При нынешних обстоятельствах он просто вложил больше магической силы в свою молниеносную мантию, которая резко раздулась в размерах, чтобы соответствовать приближающимся малиновым нитям. Золотая молния хаотично вспыхнула, и все малиновые нити взорвались при соприкосновении с ней. Облака кровавого тумана снова пронизали воздух, и туман быстро стал чрезвычайно вязким, внутри него сверкали бесчисленные малиновые руны. Пожилой мужчина был в восторге, увидев это, и поспешно закричал: «Фея Линк, поторопись и используй эту способность». «Я бы сделала это, даже если бы ты ничего не сказал», ответила крылатая женщина холодным голосом, когда 7 одинаковых крылатых женщин внезапно появились в воздухе вокруг кровавого тумана. Как только появились эти 7 дьявольских женщин, они в унисон потерли руки, образовав каждая красновато-черный дьявольский флаг, прежде чем подбросить их в воздух над кровавым туманом. 7 флагов были всего около 10 футов в длину, но на поверхности каждого флага было выгравировано ярко-красное дьявольское образование, и они мгновенно превратились в 7 красновато-черных световых шаров, которые начали быстро вращаться в воздухе. Прямо в этот момент 7 дьявольских женщин начали произносить заклинания, быстро бросая печати заклинаний в сторону дьявольских флагов. В следующее мгновение раздались 7 глухих ударов, и флаги внезапно исчезли, сменившись 7 красновато-черными световыми образованиями, появившимися над кровавым туманом. В центре каждой формации находился шар малинового дьявольского пламени. Глава 2172. Битва племени Лиса. Часть 11. 7 крылатых женщин испустили коллективный нежный крик, и из всех 7 образований мгновенно вылилась малиновая, похожая на магму жидкость. Эта жидкость быстро распространилась по огромному пространству кровавого тумана, образуя море свирепого пламени. Однако, что было довольно странно, так это то, что море пламени излучало ощущение мороза, а не палящего жара. 7 образований начали резко раздуваться во вспышке света, прежде чем объединиться в одно, образовав древний персонаж-тюлень размером около акра, прежде чем спуститься к морю огня. В тот момент, когда руна вошла в море пламени, она исчезла в огне как точки духовного света. В следующее мгновение бесчисленные точки света в безумии вырвались из моря огня, образуя красновато-черный световой барьер, который закрыл все море огня под собой. Бесчисленные руны вздымались над поверхностью светового барьера и хаотично менялись в размерах, представляя собой загадочное зрелище. Увидев это, восторг на лице пожилого мужчины стал еще более выраженным, и он тут же бросился в воздух над морем огня. После этого он открыл рот, чтобы выпустить шар белого света, который приземлился в его руке, обнажая белый нефритовый пузырек размером около фута. Пожилой мужчина поднял этот пузырек обеими руками, что-то напевая. И тут же из пузырька вырвалась вспышка палящего белого пламени, превратившись в 3 белых огненных змеев, которые нырнули прямо через световой барьер в море огня.
3 огненных змея выпустили изо рта вспышки белого пламени, и море огня начало гореть с еще большей яростью. В этот момент 7 крылатых женщин и пожилой мужчина сели, скрестив ноги, и закрыли глаза, сделав серию ручных печатей. По их приказу в огненном море поднялись свирепые волны огня, и бесчисленные огненные шары взорвались, когда 3 огненных змея угрожали прорваться и испепелить все. И если бы обычный культиватор упал в это море огня, он, скорее всего, мгновенно превратился бы в пепел. Однако спустя некоторое время спокойный голос Ханьли раздался из моря огня. «Это все, что у вас есть?» Это не так уж впечатляет. Пожилой мужчина и 7 дьявольских женщин были ошеломлены, услышав это, и все они открыли глаза, прежде чем обратить свое внимание на море огня. Внезапно из моря огня раздался ясный крик, и появился серебряный огненный ворон размером в несколько десятков футов, прежде чем полететь к световому барьеру наверху. У огненного ворона были мерцающие серебряные перья, которые горели серебряным пламенем, и его вид был чрезвычайно ослепительным. Выражение лица пожилого мужчины потемнело, когда он увидел это, и он сразу же указал пальцем на море огня. 3 огненных змея мгновенно поднялись в небеса по его приказу, а затем набросились прямо на огненного ворона. Серебряный огненный ворон, казалось, почувствовал угрозу, приближавшуюся к нему сзади, и быстро развернулся, прежде чем отместку пикировать к 3 огненным змеям. Таким образом, между двумя сторонами завязалась жестокая битва, и сверху посыпались чешуя и перья. Серебряный огненный ворон не выказывал страха, несмотря на то, что он столкнулся с 3 противниками и твердо держал верх. Прямо в этот момент золотой свет вспыхнул в огненном море, и 6 толстых столбов света вырвались вперед, прежде чем удариться о красновато-черный световой барьер. Раздался сокрушительный грохот, когда шары золотого света взорвались на световом барьере, и большинство рун на поверхности светового барьера были мгновенно уничтожены. Однако выражения лиц 7 крылатых женщин остались совершенно неизменными, когда они увидели это, и они одновременно открыли рты, чтобы выплеснуть по глотку эссенции крови каждая. Эссенция крови мгновенно превратилась в 7 вспышек кровавого тумана, которые проникли в световой барьер, после чего барьер мгновенно стабилизировался, а уничтоженные руны также вернулись. Из моря пламени раздался холодный хохот, и бесчисленные полосы лазурного меча ударили по световому барьеру, словно проливной шторм. Перед лицом этого яростного обстрела световой барьер яростно вспыхнул и начал значительно тускнеть, как будто собирался разрушиться в любой момент. Выражение лица пожилого мужчины потемнело, когда он увидел это, и он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы высвободить серебряное кольцо, которое быстро расширилось, образовав гигантский ореол диаметром около полукилометра, прежде чем медленно опуститься сверху. Воздух внизу мгновенно стал чрезвычайно вязким, и световой барьер смог восстановить свою устойчивость. «Давайте посмотрим, как долго вы собираетесь меня ловить». Холодный голос Ханьли раздался снова, и как только его голос затих, глубоко в море огня раздался нечеловеческий рев, после чего в небеса взорвалась ужасающая аура. Выражение лица пожилого мужчины резко изменилось, когда он почувствовал эту ауру, но, прежде чем он успел что-либо сделать, все море пламени содрогнулось, прежде чем расступиться, обнажив массивный кулак с золотым мехом. Гигантский кулак выпустил бесчисленные проекции золотого кулака, и все они объединились в один, образовав мерцающий золотой кулак размером с павильон, который с оглушительным грохотом ударил по световому барьеру наверху. В следующее мгновение под световым барьером вспыхнуло сверкающее золотое солнце, и во всех направлениях разлетелся огромный взрыв силы. В этот раз, даже с помощью 7 крылатых женщин и массивного нимба, красновато-черный световой барьер не смог устоять и полностью разрушился. Море огня внизу также разорвалось на части, и мерцающая золотая гуманоидная фигура поднялась в воздух, прежде чем немедленно попытаться улететь. Выражение лица пожилого мужчины потемнело еще больше, когда он увидел это, и он переключился на другую ручную печать, прежде чем злобно ткнул пальцем вниз с криком «Ограничить». По его приказу гигантский ореол начал быстро вращаться, а затем опустился к золотой гуманоидной фигуре. В ответ золотая фигура издала оглушительный рев, а затем нанесла последовательные удары обоими кулаками по массивному нимбу. Раздалась пара громких грохотов, и поднялись 2 свирепых порыва ветра, заставившие нисходящий ореол полностью остановиться. Во время этой задержки в доли секунды золотая гуманоидная фигура растворилась в воздухе. Сердце пожилого мужчины дрогнуло, когда он увидел это, и он сразу же указал пальцем на белый нефритовый флакон, паривший над его головой. Нефритовый флакон мгновенно опрокинулся, выпустив вспышку белого пламени, образовавшую огненный барьер, защитивший его внутри. В то же время пожилой мужчина наложил ручную печать, и гигантское насекомое снова появилось позади него. У тебя приличная реакция». Наверху вспыхнули пространственные колебания, и появилась золотая гуманоидная фигура, оказавшаяся гигантской золотой обезьяной ростом в несколько десятков футов. Как только обезьяна появилась, одна из ее рук резко раздулась и злобно потянулась к голове пожилого человека. Тем временем в другой руке появился массивный золотой меч, и меч ударил вниз, как молния. Выражение лица пожилого мужчины резко изменилось, когда он увидел это,
и малиновое насекомое позади него мгновенно открыло пасть по его приказу, кусая приближающуюся золотую руку. В то же время белый нефритовый пузырек превратился в шар белого света, который устремился прямо к золотому мечу. Хан Ли холодно усмехнулся, увидев это, и бесчисленные золотые дуги молний вырвались из его массивной руки с громким раскатом грома, в то время как сама рука увеличилась в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. Удар и лязг раздались в унисон, и огромная проекция насекомого была мгновенно уничтожена гигантской золотой рукой. Однако золотой меч был отбит белым нефритовым флаконом, а сам флакон остался совершенно невредимым. Увидев это, пожилой мужчина резко вздохнул и тут же поднял рукав вверх, после чего огненный барьер вокруг него превратился в огненного змея, который набросился на опускающуюся руку. Они столкнулись, и золотая рука пронзила голову огненного змея, но тот мгновенно разделился на несколько огненных змей, которые плотно обвились вокруг руки. Золотая молния яростно сверкнула вокруг руки, чтобы уничтожить одну из огненных змей, но оставшиеся змеи не позволили руке опуститься дальше. Однако именно в этот момент на лице Хань Ли внезапно появилась странная улыбка. В то же время по обе стороны от пожилого мужчины произошли пространственные колебания, и рядом с золотой фигурой с 3 головами и 6 руками появилась зеленая фигура. Зеленая фигура открыла рот, чтобы выпустить зеленую сеть нитей, в то время как золотая фигура подняла 6 рук, обнажая 6 шаров золотого света, которые были направлены прямо в спину пожилого человека. Обладая незаурядными способностями, пожилой человек, естественно, был в состоянии обнаружить, что происходит позади него, но большая часть его магической силы была сосредоточена на атаке, которую он только что начал вверх, оставляя его плохо подготовленным к защите. В этой ужасной ситуации пара белых костяных трезубцев вылетела из его плеч во вспышке белого света и полетела прямо к паре гуманоидных фигур. В то же время защитный духовный свет вокруг его тела стал примерно в 2 раза плотнее, чем раньше. Однако ни зеленая фигура, ни золотая фигура не предприняли мер уклонения перед лицом приближающихся костяных трезубцев. Раздалась пара громких тресков, из их тел вырвался белый свет, и один из них вздрогнул, прежде чем сделать 2 непроизвольных шага назад, а другой лишь слегка покачнулся, но остался стоять на месте. Большая часть костяного трезубца, направленного в сторону зеленой фигуры, вонзилась в тело цели, но не смогла продвинуться дальше. Тем временем другой трезубец просто отскочил от тела золотой фигуры. Глава 2173. Битва племени Лиса. Часть 12. 6 шаров золотого света ударили в защитную духовную ци пожилого мужчины, как молния, и все 6 шаров света взорвались золотыми ударными волнами, которые пронеслись по телу пожилого человека. Его защитный духовный свет обладал защитной силой, эквивалентной силе сокровищ высшего качества, но он все равно был мгновенно уничтожен. Пожилой мужчина стиснул зубы, прежде чем откусить половину собственного языка, а затем выбросил шарик кровавой сущности назад, образовав малиновый щит. Золотой свет ударил в малиновый щит с разрушительной силой, и щиту удалось остановить его лишь на мгновение, прежде чем часть золотого света пробилась сквозь него и вонзилась в тело пожилого мужчины. Пожилой мужчина почувствовал, как ему в спину обрушился взрыв огромной силы, и он был вынужден споткнуться, сделать несколько шагов вперед и выплеснуть несколько глотков красновато-черной крови, поскольку его разум готов был вот-вот потерять сознание. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно шагнул вперед, и его гигантское обезьянье тело расплылось перед тем, как появиться прямо перед пожилым человеком, после чего он протянул вперед золотую руку, как молнию. Пожилого мужчину это сильно встревожило, и он тут же попытался уклониться, но было уже поздно. Пальцы золотой руки разделились, прежде чем пронзить грудь пожилого человека и появиться с другой стороны с зажатым в его руке сердцем. Затем серебряное пламя вспыхнуло вдоль всей руки, превратив тело и сердце пожилого человека в пепел, даже его зарождающаяся душа не получила шанса спастись. Таким образом, пожилой мужчина был убит в мгновение ока, а на лицах 7 крылатых женщин, увидевших это, появился намек на страх. 7 из них немедленно захлопали крыльями в унисон, улетая в 7 разных направлениях, не собираясь дальше вступать в эту битву. «Ты действительно думаешь, что твоя техника клонирования сможет меня обмануть?» Хань Ли холодно усмехнулся, когда синий свет вспыхнул в его глазах, и он быстро перевел взгляд на 7 убегающих полосок света. Затем среди громкого раската грома на его спине появилась пара массивных полупрозрачных крыльев, и он энергично взмахнул ими, вызывая в воображении бесчисленные шары молний. Раздался громкий раскат грома, и все шары молний взорвались, огромное тело Хань Ли вылетело вперед лазурно-белой нитью света. В мгновение эко он преодолел расстояние в несколько тысяч футов и появился прямо над одной из крылатых женщин. Выражение лица крылатой женщины резко изменилось, когда она увидела это, и она немедленно попыталась использовать секретную технику, чтобы ускориться еще больше, но было уже слишком поздно. Хань Ли издал оглушительный рев, и весь его золотой мех встал дыбом, когда он увеличился до размеров более 1000 футов. Затем его руки сжались в пару массивных кулаков, которые рухнули вниз, как пара золотых падающих звезд.
Был выпущен невидимый взрыв огромной силы, охвативший территорию радиусом около полукилометра, и крылатая женщина тут же значительно замедлилась. Лицо женщины побледнело, когда она издала резкий крик, после которого все остальные 6 крылатых женщин в мгновение ика исчезли. Что касается крылатой женщины, на которую напал Ханли, ее аура мгновенно увеличилась в несколько раз, и она подняла обе руки вверх, чтобы отправить вверх пару черных шаров размером с кулак. Затем она тоже взмахнула крыльями вверх, и бесчисленные перья понеслись полосами черного света. Как только пара черных шаров ударила по двум гигантским золотым кулакам, они взорвались парой черных солнц, которые быстро пронеслись над площадью около акра. Полосы черного света также полетели в черные солнца, как быстрые стрелы, и устрашающая аура, нисходящая сверху, немного ослабла, в то время как давление, давившее на женщину, также несколько уменьшилось. Крылатая женщина была в восторге от такого развития событий и немедленно продолжила бежать с места происшествия. Однако она пролетела менее 200 футов, когда пространство над ней разорвалось. Золотой и серебряный свет вспыхнули в унисон, и гигантский золотой кулак, окутанный серебряным пламенем, рухнул с небес. Крылатую женщину это сильно встревожило, и она тут же открыла рот, чтобы выпустить небольшой зеленый щит, который мгновенно увеличился до нескольких десятков футов в размерах, прежде чем расположиться над ней. В то же время она окутала свое тело крыльями, которые превратились в комплект чрезвычайно сложной брони, охватывающей каждый дюйм ее кожи. Зеленый щит мгновенно взорвался с оглушительным грохотом, и крылатая женщина рухнула сверху после удара золотого кулака. Тут же образовался кратер в форме человека глубиной около 10 футов, когда крылатая женщина врезалась в землю. Ее тело полностью онемело и стало бессильным от удара, что сделало ее временно обездвиженной. Свирепый ветер пронесся над головой, и пара черных солнц погасла в мгновение ика. Таким образом, гигантская обезьяна была обнаружена еще раз, но ее внешний вид полностью изменился. В настоящее время на ее коже был слой золотой чешуи, рог на макушке и чернильно-черный демонический глаз на глобеле. Святое телосложение Нирваны. Крылатая женщина окаменела при виде новой формы гигантской обезьяны, но золотая обезьяна не проявила к ней никакой пощады, пронзив сверху массивную ладонь. Земля в радиусе около полукилометра сильно задрожала от оглушительного грохота, и все деревья в этом районе были превращены в пыль, когда гигантский отпечаток руки площадью около акра остался на земле. В центре гигантского отпечатка руки находилась крылатая женщина, и у нее даже не было возможности вскрикнуть, прежде чем ее тело превратилось в фарш, а ее зарождающаяся душа была стерта из существования. Уничтожив своего последнего противника, Ханли наложил ручную печать и быстро вернулся в свой человеческий облик. Он холодно посмотрел вниз, затем махнул рукой в воздухе, указывая на что-то другой рукой. Браслет для хранения мгновенно поднялся из земли, прежде чем приземлиться в его руке, и в то же время сверху мягко опустился серебряный огненный шар. Останки женщины были мгновенно охвачены серебряным пламенем и превратились в ничто, в то время как зеленая гуманоидная фигура внезапно появилась рядом с Ханли, прежде чем в уважительной манере передать ему еще один браслет для хранения и белый нефритовый пузырек. Это было не что иное, как духовное тело, которым управляла Куэр и которое было использовано для тайной атаки на пожилого человека. Что касается золотого тела происхождения Ханли, то оно уже было втянуто обратно в его тело, как только он принял тело святой Нирваны. Ханли быстро осмотрел содержимое двух браслетов, используя свое духовное чутье, прежде чем спрятать их рядом с белым нефритовым флаконом. После этого из его тела вырвалась вспышка золотого света, которая охватила духовное тело, прежде чем он улетел в виде полосы света. При нынешней скорости Ханли расстояние менее 10 тысяч километров можно преодолеть практически в мгновение ика. После смерти пожилого мужчины и крылатой женщины миниатюрная женщина, которая сражалась с гигантским золотым крабом на расстоянии около 10 тысяч километров, сразу же что-то почувствовала и воскликнула. Я потеряла контакт с братом Ше. Должно быть, что-то случилось с ними. Нам нужно уйти отсюда. Как только ее голос затих, она немедленно вытащила свои сокровища, а затем взмахнула рукавом в воздухе, выпустив полосу золотого света, которая мгновенно превратилась в золотое колесо размером около 10 футов. Затем колесо превратилось в шар золотого света, который окутал ее тело и улетел с невероятной скоростью. Человек в золотой броне и трехглазое дьявольское существо также сильно запаниковали, услышав это, и первый немедленно выпустил 1000 шаров черной молнии, чтобы бомбардировать гигантского краба, а затем также убежал в другом направлении в виде полосы света. Что касается последнего, он поспешно взорвал пару летающих кинжалов, которые использовались для атаки золотого краба, затем выпустил зеленый летающий меч, на который он мгновенно прыгнул, прежде чем улететь. Дуги молний вспыхнули над телом золотого краба, чтобы с легкостью отразить приближающиеся атаки, и он сказал совершенно бесстрастным голосом: «Боюсь, я не могу позволить вам уйти, товарищи даосы». Как только его голос затих, на его спине внезапно появилась своеобразная серебряная диаграмма. Она выросла в виде огромного пространства серебряного света, которое мгновенно растворилось в воздухе.
В следующее мгновение свирепые ветры и темные облака пронеслись по местности, когда появилось молниеносное образование размером около сотни акров. Затем сверху обрушились бесчисленные молнии, охватив все, что находилось ниже всей формации. Трое убегающих дьявольских существ были очень встревожены этим, и у них не было другого выбора, кроме как остановиться и защитить себя. Однако молниям, падающим сверху, просто не было конца, и хотя эти три дьявола были гораздо более могущественными, чем обычные существа на стадии интеграции тела, они едва могли обеспечить самосохранение. Даос Се понял, что явно не сможет выдерживать такой мощный обстрел в течение длительного времени. И действительно, раскаты грома утихли после того, как прошло всего несколько вздохов, после чего молниеносное формирование рассыпалось, а сверкающая в небе молния исчезла. Три дьявольских существа были в восторге, увидев это, и уже собирались продолжить бегство, когда наверху внезапно раздался холодный мужской голос. «Куда вы идете, друзья Даосы? Я вернулся, чтобы отправить вас в путь». Глава 2174. Битва племени Лиса. Часть 13. Над головой вспыхнули пространственные колебания, и появилась бледная лазурная гуманоидная фигура, прежде чем бросить холодный взгляд на трех дьяволов. Менее чем через час раздался взрыв жужжания, и в руках Хань Ли появилась зеленая формационная плита во вспышке лазурного света. Хань Ли наложил заклинательную печать на формирующую пластину, и его сразу же приветствовал звук ликующего голоса Цао Цзи. «Как дела с твоей стороны, брат Хань? Я уже подготовил ограничения. Ты можешь заманить клонов священного предка в горный хребет, а я поймаю их, используя ограничения. В этом нет необходимости, за исключением ограничения для следующей группы врагов. С моей стороны не проблем. Я обо всем уже позаботился», — ответил Хань Ли спокойным голосом с заинтригованным выражением лица, осматривая черный топор. Топор был ничем иным, как оружием, которым пользовалось дьявольское существо в золотых доспехах. В этот момент, кроме Даоса Се и тяжело раненого духовного тела, в этом районе не было никого, кроме Хань Ли. Однако земля внизу была сильно разрушена, и было ясно, что только что произошла чрезвычайно жестокая битва. «Что? Ты не имеешь в виду?» Голос Цао Цзи был полон недоверия и замешательства, когда он понял, что влекут за собой слова Хань Ли. «Брат Се и я уже позаботились о клонах священного предка, так что оставьте свое ограничение на потом», — ответил Хань Ли с улыбкой, убирая черный топор. Действительно, он и Даос Се с легкостью победили трех оставшихся дьяволов, но троица была полна решимости уйти, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы выследить и убить их. «Вы и брат Се поистине непостижимы для таких, как я. С вашим присутствием наше второе ядро формирования наверняка будет в безопасности», — сказал Цао Цзи, и в его голосе прокрался намек на восторг и благоговение. Было ясно, что он был ошеломлен проявлением силы Хань Ли и больше не осмеливался считать его равным. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он уже собирался ответить, когда сверху внезапно раздалась череда глухих раскатов грома. Затем в воздухе начал беспорядочно вспыхивать белый свет, после чего по территории пронеслись всплески энергетических колебаний. Почти в тот же момент с боевой плиты раздался тревожный крик. Улыбка Хань Ли стала жесткой, когда он увидел это, и он спросил. «Товарищ Даос Цао, первое ядро формации тоже только что было уничтожено». Действительно, это то, что говорит мне резервное святое дерево, брат Хань. Как и ожидалось, эти клоны священного предка напали сразу на все три ядра формации, ответил Цао Цзи с оттенком горечи в голосе. Понятно. В таком случае мы, скорее всего, скоро будем приветствовать вторую группу гостей, холодно усмехнулся в ответ Хань Ли. Брат Хань, возвращайся с товарищем Даосистом Се, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Если в наше ядро формирования прибудет еще больше клонов священных предков, ты будешь единственным, кто сможет им противостоять, поэтому было бы лучше потратить это время на восстановление некоторых магических сил, предложил Цао Цзи. Это хорошая идея. Мы с коллегой Даосом Се вернемся сразу же, согласился Хань Ли, кивнув. После этого он спрятал свою форменную табличку и покинул место происшествия вместе с Даосом Се, направляясь прямо к центру горного хребта. На месте только что произошедшего сражения по всей сильно опустошенной земле вдруг начала разрастаться пышная зелень. Бесчисленные деревья росли быстро, со скоростью, заметной невооруженным глазом, образуя массивный лес, стерший все следы только что произошедшей битвы. Менее чем через полдня в десятках тысяч километров внезапно раздался грохот взрыва, после чего вдалеке появилась вспышка черной ци, которая породила мощное черное облако, что сразу же направилось прямо к горному хребту. Внутри этого облака черной ци находился чернильно-черный зал, на вершине которого находилась платформа, на которой стояли и общались друг с другом 7 дьявольских существ в разных одеждах. Все семеро излучали чрезвычайно мощные ауры, что ясно указывало на то, что они тоже не были обычными дьявольскими лордами. Старик, она и остальные действительно бесполезны. Обе наши группы уже добились успеха, но от них вообще нет вестей.
Теперь нам придется заняться делами вместо них. Здоровенный дьявольский мужчина с синим светом, исходящим со всего его тела, ворчал недовольным голосом. С точки зрения силы, группа уважаемого Даоса Шени намного менее мощна, чем 7 из нас. В противном случае им не было бы поручено уничтожить ядро формации самостоятельно. Скорее всего, они оказались в ловушке какого-то мощного ограничения, и поэтому до сих пор не добились успеха, с улыбкой ответила красавица в роскошном платье. Обе наши группы уже с легкостью добились успеха. То, что им еще предстоит выполнить свою задачу, все еще является признаком некомпетентности, возразил здоровенный дьявольский мужчина, закатив глаза. Было бы хорошо, если бы они на самом деле просто оказались в ловушке. Меня просто беспокоит, что они могли пасть от рук могущественных врагов. Если бы это было так, то нам тоже придется быть осторожными, холодным голосом сказал желтоволосый пожилой мужчина. Конечно, это невозможно. С их способностями они, по крайней мере, должны быть в состоянии обеспечить самосохранение, пока не встретят каких-либо существ в стадии Великого Вознесения. Что касается того, почему мы не смогли войти с ними в контакт, скорее всего, это результат воздействия этого ограничения, с беспечной улыбкой сказала женщина в роскошном платье. В любом случае, люди, охраняющие это ограничение, смогли помешать старику Ше и остальным, так что действовать с осторожностью не помешало бы, бесстрастно продолжил пожилой мужчина. Хорошо, тогда давайте будем настороже. Вмешалось еще одно дьявольское существо, и все остальные кивнули в знак согласия. Желтоволосый пожилой мужчина собирался сказать что-то еще, когда выражение его лица внезапно резко изменилось, и он тут же поднял взгляд вверх. Что такое, уважаемый Даос Цзи? Не мог не спросить здоровенный дьявольский мужчина. Однако прежде чем пожилой мужчина успел ответить, в воздухе разразился невероятно устрашающий всплеск энергетических колебаний, и появился лазурный световой барьер, прежде чем опуститься сверху, как гигантская сеть. «Все, берегитесь!» — крикнул пожилой мужчина, превратившись в огромного желтого сокола, который энергично замахал крыльями и улетел из зала шаром желтого света. Остальные 6 дьявольских существ тоже были очень встревожены и тоже разбежались в разные стороны. Лазурный световой барьер, спускающийся сверху, имел размер более 100 акров и падал с поразительной скоростью. В мгновение эка он схватил 4 дьявольских существ, которым не удалось выбраться из-под его контроля. 3 дьявольских существа, сбежавшие вовремя, немедленно начали атаковать, чтобы спасти своих товарищей, но в тот момент, когда световой барьер окутал 4 дьявольских существ, он превратился в гигантский световой шар, прежде чем улететь и исчезнуть вдали ослепительной вспышкой. 3 дьявольских существа снаружи слегка дрогнули, увидев это, прежде чем вспыхнуть яростью и пуститься в погоню, но внезапно сверху снова вспыхнули пространственные колебания, и 2 фигуры, золотая и лазурная, появились прямо на пути 3 дьявольских существ. Таким образом, 3 дьявола были вынуждены остановиться, с настороженными выражениями оценивая пару гуманоидных фигур. 2 только что прибывшими людьми, естественно, были никто иной, как Хань Ли и Дао Се, и первый сказал холодным голосом: «Поскольку вам 3 удалось избежать ограничения, я сам отправлю вас в путь. Будьте уверены, мы позаботимся и о ваших товарищах, после того, как упокоим вас 3, чтобы вы не были одиноки». Как только его голос затих, Хань Ли положил руку на макушку своей головы, и появилась мерцающая золотая зарождающаяся душа. Сразу после этого из его тела вылетели 5 золотых шаров света, а затем превратились в 5 проекций, состоящих из гигантской обезьяны, разноцветного феникса, серебряной птицы, павлина и золотого дракона. Зарождающаяся душа без колебаний взмахнула рукой в воздухе, и 5 истинных духовных проекций в мгновение эка исчезли в ее теле. Раздался оглушительный грохот, и Хань Ли и зарождающаяся душа исчезли в унисон во вспышке золотого света, но их заменила огромная гуманоидная фигура. Все тело гуманоидной фигуры имело мерцающий золотой цвет, а вся его кожа была покрыта слоем золотой чешуи. На голове у него был единственный лазурный рог, а на надпереносе чернильно-черный демонический глаз. Хань Ли с самого начала раскрыл свое телосложение святой Нирваны, в то время как Дао Се также принял свою первоначальную форму гигантского краба среди вспышек серебряных молний. Выражения лиц 3 дьявольских существ сразу же значительно потемнели, когда они увидели это. Несколько часов спустя первое ядро формации уже было полностью залито дьявольской ци, и под ним собралось бесчисленное количество бронированных дьявольских воинов. В воздухе над этими дьявольскими воинами с мрачными выражениями парила группа высококлассных дьявольских существ. Мы также потеряли контакт с группой уважаемого Даоса Цзи. Похоже, что во 2 ядре формации действительно есть что-то подозрительное. В противном случае мы ни в коем случае не могли бы потерять контакт с обеими группами, сказал молодой человек в черной броне. В этом случае нет необходимости посылать больше людей в это ядро формации, его должны охранять могущественные существа, с которыми нам не справиться, сказала дьявольское существо, окутанное зеленой ци, нахмурив брови. Глава 2175. Резкая перемена. Действительно.
Даже несмотря на то, что мы не сможем уничтожить последнее ядро формации, разрушение двух ядер формации серьезно ослабит формацию, поэтому многие из наших высококлассных собратьев смогут выжить. Пока мы сможем сохранить нашу элитные силы, это не такая уж большая проблема, даже если мы потеряем всех наших низкоранговых подчиненных. С нашей силой будет легко пополнить их ряды, и в любом случае мы действуем только как приманка для мастера Тун-Тяня. Как только мастер Тун-Тянь добьется успеха, наша святая раса сможет претендовать на территорию в царстве духов, согласился молодой человек, кивнув. Но нельзя просто игнорировать могущественных существ, охраняющих второе ядро формации. В качестве меры предосторожности давайте создадим здесь формацию ослепительного дьявольского пламени. С этой суперформацией, которая защитит нас, мы сможем бороться даже с наступлением существ в стадии Великого Вознесения. Мы также можем приказать нашим элитным силам собраться в строй, чтобы максимально сохранить их численность. Если мы сможем продержаться до тех пор, пока мастер Тун-Тянь не добьется успеха, тогда мы выполним нашу задачу, мрачно сказал ободранный дьявольский человек. Это хорошая идея. После разрушения ядра формации это место стало самой слабой частью этой формации, поэтому это было бы идеальное место для создания нашей суперформации. «Предоставьте это мне. Я взял с собой достаточно материалов для формирования», сказала дьявольское существо внутри зеленой ци. Молодой человек был в восторге, услышав это, и решил: «С вашим опытом, я уверен, у нас не возникнет проблем с формированием. Что касается остальных, давайте разделимся и призовем наших братьев собраться здесь». Другие дьявольские существа не возражали против этого, и поэтому все они начали действовать. Тем временем дьявольские воины внизу начали создавать суперформацию по указанию дьявольского существа внутри зеленой ци. Не прошло и полдня, как уже начало складываться массивное формирование площадью более сотни квадратных километров. За это время группы элитных дьявольских существ стекались к этому месту со всех сторон, и вскоре их число превысило 1 000 000. Прямо в этот момент формация 36 крайностей лесного царства наконец-то накопила достаточно энергии, и раздался грохот, когда вторая волна ограничительных атак прокатилась по всей формации. Все дьявольские существа, находившиеся в других местах, понесли серьезные потери. Но те, кто собрался в новое суперформирование на первоначальном месте ядра первого формирования, были в значительной степени спасены, и это вселило в дьявольскую армию большую уверенность. Конечно, перед лицом ограничительных атак дьявольские существа не осмелились инициировать какие-либо атаки. Все, что они могли сделать, это всеми силами стабилизировать собственную суперформацию. Таким образом, примерно раз в 2 дня формация племени Лиса собирала достаточно энергии для новой волны атак, и по мере того, как количество дьявольских существ внутри формации быстро уменьшалось, сила ограничений начала сходиться к первоначальному месту нападения, к первому ядру формации. После нескольких раундов атак даже дьявольские существа внутри суперформации начали нести серьезные потери. Примерно через полмесяца первоначальная дьявольская армия суперформации, насчитывавшая более 1 000 000 человек, сократилась до 80 000 человек. Однако все те, кому удалось выжить, были высокоуровневыми дьявольскими существами, и даже самые слабые из них находились на стадии трансформации божества. Собравшиеся там высококлассные дьявольские существа также составляли большинство выживших дьявольских существ во всем лесном царстве. На гигантской горе внутри лесного царства старейшина хан из племени Лиса стоял на высокой платформе, с тревогой оценивая световой экран. По всему световому экрану было бесчисленное количество пятен света, и они постоянно меняли положение, в то время как сам экран тоже беспорядочно мигал. Вокруг строя под световым экраном сидели 8 пожилых мужчин племени Лиса, все из которых выглядели чрезвычайно хрупкими, и их глаза были закрыты, когда они быстро сделали серию различных ручных печатей. Это были никто иные, как 8 учеников духов Лиса. Внезапно световой экран разбился с глухим стуком, и 8 пожилых мужчин в унисон издали приглушенные стоны. Сразу после этого они выблевали несколько глотков крови, после чего черная кровь хлынула из всех их отверстий, и они упали замертво на землю. 8 учеников духов Лиса пострадали от своего предсказания, и их жизненные силы мгновенно иссякли. Выражение лица старейшины хана резко изменилось, когда он увидел это, и в его глазах мелькнул намек на горе, когда он сразу же махнул рукой. Около дюжины охранников племени Лиса быстро вышли на платформу, прежде чем осторожно унести тело 8 учеников духов Лиса. Почти в тот же момент еще 8 мужчин племени Лиса, которым на вид было за 50 или 60, заменили 8 учеников духов Лиса и сели именно в тех местах, где они только что погибли. 8 пожилых людей уже отдали свои жизни ради нашей расы, поэтому бремя предсказания теперь ляжет на вас. Пожалуйста, приложите все усилия, сказал старейшина хан, сжимая кулак в торжественном приветствии. Будьте уверены, старейшина хан, наши способности к предсказанию могут уступать способностям наших старших, но мы обязательно сделаем все возможное, ответил один из 8 мужчин племени Лиса. Старейшина хан кивнул в ответ, прежде чем жестом пригласить их начать.
Таким образом, 8 новых мужчин племени Лиса также начали делать серию ручных печатей, и внутри формации вспыхнул духовный свет, после чего снова появился световой экран. Однако предсказание продолжалось всего около 15 минут, когда высококлассный воин племени Лиса внезапно бросился на платформу, а затем в панике доставил нефритовый листок старейшине Хану. Старейшина Хан, мы получили срочные новости из города Хлопкового дерева, в которых говорится, что высококлассные дьявольские существа проникли в город и на нашу святую землю. Старейшина Хан уже был в крайне плохом настроении после смерти 8 учеников духов леса, и эта плохая новость немедленно заставила его вспыхнуть яростью. Что? Как это возможно? Разве все трое священных предков сейчас не заняты? Как такое произошло? Что делают стражи города Хлопкового дерева? Он протянул руку, чтобы схватить нефритовую пластинку, а затем с яростным выражением лица прижал ее к колбу. Другие старейшины племени Лиса также были поражены этой новостью, и все повернулись, чтобы пристально посмотреть на старейшину Хана. После нескольких вздохов ярость на лице старейшины Хана исчезла, сменившись полным отчаянием, и казалось, что вся его энергия вытекла из его тела. «Дайте ко мне». Один из старейшин племени Лиса не мог больше ждать и бросился к старейшине Хану, прежде чем забрать у него нефритовый листок, а затем вложил в него свой духовный смысл. Несколько мгновений спустя лицо этого старейшины племени Лиса также полностью побледнело, и он пробормотал про себя в состоянии транса. Святое дерево было уничтожено. Выздоравливающий великий старейшина также был убит. Все кончено. Наше племя Лиса. Выражения лиц других старейшин резко изменились, когда они услышали это, и они передавали нефритовый листок друг другу, чтобы самостоятельно проверить его содержимое. Несмотря на то, что они уже были морально готовы, новость на нефритовом листе все равно нанесла всем старейшинам тяжелый удар, и двое из них чуть не потеряли сознание на месте. Трагедия уже произошла, поэтому паника сейчас не принесет нам никакой пользы. Давайте подумаем о том, что нам нужно делать дальше. Наше племя Лиса больше не сможет сохранять независимость в царстве духов, но у нас есть десятки миллиардов братьев, для которых мы должны найти дом, сказал старейшина Хан сквозь стиснутые зубы, внезапно вставая на ноги. Хотя цвет его лица все еще был смертельно бледным, ему удалось частично восстановить прежнее самообладание. Остальные старейшины обменялись несколькими взглядами, прежде чем собраться с силами и согласиться. Действительно, у нас все еще есть несколько резервных святых деревьев. Пока мы можем обеспечить продолжение нашей расы, в будущем среди нас может появиться существо Великого Вознесения, и у нас будет шанс восстановить нашу независимость. Что нам нужно сделать сейчас, так это сохранить это в секрете, а затем разработать план по защите всех наших братьев. Таким образом, старейшины с мрачными выражениями на лицах начали вынашивать план. 3 дня спустя. В воздухе над густым лесом быстро летела группа людей, в том числе Хань Ли. В настоящее время группа находилась в миллионах километров от формирования лесного царства, и всего полдня назад Цао Цзи сообщил ему и Фэй Сиоси о том факте, что священное дерево племени Лиса было уничтожено и что их великий старейшина был убит. К этому моменту большая часть армии племени Лиса уже отступила, и группа старейшин племени Лиса решила взорвать весь строй, используя силу второго ядра формирования, чтобы убить как можно больше дьявольских существ. К счастью, группа старейшин заранее уведомила высокопоставленных существ их союзных рас. В противном случае они тоже были бы охвачены взрывом. Теперь, когда святое дерево и великий старейшина племени Лиса исчезли, не было смысла продолжать эту битву. Таким образом, Хань Ли покинул ядро второго формирования вместе с некоторыми людьми-культиваторами, которые помогали племени Лиса охранять формирование, и взял курс на возвращение в город Хлопкового дерева. Предположительно, армии всех других рас также немедленно отступят, услышав эту новость.